В этом году на фабрике сверхтяжелых элементов был произведен важнейший эксперимент по исследованию химических свойств флеровия с использованием метода газовой термохроматографии. В ходе этого исследования было получено 6 цепочек распада флеровия, и в дальнейшем на основании этих данных будут установлены химические свойства этого изотопа. И, в общем-то, дальнейшие исследования в этой области будут продолжаться. Установка, которая у нас здесь использовалась, это газонаполненный сепаратор фабрики сверхтяжелых элементов. Называется он «Грант». На данном сепараторе можно с высокой эффективностью транспорта получать в фокальной плоскости ядра сверхтяжелых элементов. Что у нас планируется в последующие годы делать? Это то, что сегодня рассказывалось, это создание специализированного рефлектрометра для исследования масс атомных ядер. Это очень важная область исследований, и в области сверхтяжелых элементов там совершенно нету данных. К этому уже мы готовимся. Это где-то, наверное, 28-й будет год, 29-й, может быть, когда все это заработает. Помимо этого, конечно, будут продолжены химические эксперименты. Это у нас химия московия, химия флеровия. С америцевой мишенью будем работать с плутонием, с плутониевой мишенью. Помимо этого, конечно, проведем эксперименты по физической части, по исследованию динамики деления атомных ядер, по исследованию тонкой структуры альфа-распада наших ядер. – 24 марта этого года во время сессии Комитета полномочных представителей государств-участниц УЯИ был дан старт сеансу номер 1 на комплексе НИКа. Что это значит? Сеансов было много, но все эти сеансы были на части лишь. То на инжекции, то на бустере, то на нуклотроне. И впервые был обозначен сеанс номер 1, который включает всю цепочку ускорителей и основные детекторы, которые будут работать на первой фазе этого комплекса. Сейчас идет постепенный, поэтапный запуск всех элементов ускорительного комплекса и подготовка детектора для того, чтобы где-то в сентябре получить первые сталкивающиеся пучки на коллайдере НИКа, а позже, когда уже пучки будут достаточно интересны для того, чтобы поставить детектор пучок, детектор MPD будет установлен на линии пучка и начнется сбор данных. Скорее всего, это уже будет к концу года. Значит, основная новость, которую мы сообщили членам ПАКа, мы рассказали о том, что с зимы мы провели 3 цикла работы реактора после длительной остановки. Эта остановка длилась больше 3 лет. Почти 3,5 года реактор не работал. И главный итог, что реактор работает хорошо, никаких проблем с ним нету. Мы переживали, поскольку такой длительной установки никогда у нас до этого не было. Мы протестировали все инструменты, которые на нашем реакторе есть, нашли, что все они в хорошем состоянии. Значит, за исключением нескольких, где были сделаны большие изменения, заменены детекторы, не со всеми, скажем так, не все получилось. Электроника детекторов не справляется с потоком информации, который они регистрируют. Надо немножко модернизировать эту электронику, и мы надеемся, что через год уже в весенние запросы предложений эти инструменты будут также включены в пользовательскую программу.